Разговор о том, как вторгаются новые медиа в современный театр, имеет смысл вести параллельно с разговором о том, как происходит сближение современного театра и современного искусства, contemporary art. Главный вопрос, на который мы пытаемся ответить в ходе нашей беседы, это вопрос о том, каким образом, собственно, меняется позиция зрителя в процессе сближения современного театра и современного искусства и в процессе вторжения в него новых медиа. На самом деле это очень обширный, многоаспектный разговор, потому что вторжение происходит самым разным образом. Ну, скажем, в знаменитом спектакле «The Encounter» «Встреча» Саймона Макберни на сцене, собственно, присутствует только сам Саймон Макберни, который оказывается таким стендап-комедиан, да, рассказывающим нам некую историю, а параллельно происходит спектакль в наушниках, которые надевают на себя зрители, каждый зритель, у него есть такие специальные 3D-наушники, и та звуковая дорожка, которая есть в этих наушниках, она создает абсолютно параллельную, совершенно фантастическую реальность, да, в которой мы путешествуем по латиноамериканской стране, в которой идет дождь, в которой там какой-то камнепад происходит и так далее и тому подобное. То есть это сразу погружает нас в какое-то иное измерение, не похожее на то, которое происходит на сцене. Или, например, VR-технологии. Тут имеет смысл сразу же вспомнить знаменитый спектакль, перформанс Робера Лепажа «Ночь в библиотеке», который, кстати говоря, играли в Москве, когда его привозил сюда фестиваль «Территория», в мультимедиа-музее неподалеку от Пушкинского музея. Зрители там, собственно, сидели в VR-очках, да, и путешествовали по библиотекам, самым знаменитым библиотекам мира. Это действительно такой бесконечный на самом деле разговор, и чтобы его немножко сузить, я думаю, что нам имеет смысл сосредоточиться на том, как, собственно, вторгается и как взаимодействует с театром, в первую очередь, видео. Вот это такая специальная, очень важная тема. Вести ее имеет смысл с 90-х годов, потому что первым режиссером, таким новатором, который стал использовать видео в своих спектаклях очень активно, был Франк Касторф. Знаменитый создатель, не создатель, а интендант, худрук театра Фольксбюhne. Сам Фольксбюhne был создан гораздо раньше, но он возглавлял этот театр в течение 27 лет и пришел туда вскоре после падения Берлинской стены в начале 90-х годов. И то, что он сделал, сам стиль его режиссуры, его театральный язык, потом стали растаскивать на части, использовать очень многие режиссеры. Да? И, собственно, именно с его легкой руки видео стало естественной частью нашей сегодняшней театральной реальности. Да? Первым человеком, который сделал, был Франк Касторф. Он прославился, собственно, двумя вещами. Тем, что он соединил какие-то хрестоматийные сюжеты с актуальной политической повесткой, и это тоже, кстати говоря, было подхвачено, так сказать, следующими генерациями немецкой и европейской режиссуры, и тем, что в его спектаклях, помимо, собственно, артистов, на сцене присутствуют операторы, целые съемочные группы, которые неотступно следят за этими самыми артистами, которые преследуют их в самых разных уголках сцены, в том числе, когда они уходят куда-то в самую глубину сцены. А театр Фольксбюhne, надо сказать, это огромный театр на 1000 зрителей с очень глубокой, очень большой сценой. Это совершенно меняет и способ зрительского восприятия, и самому манеру актерской игры. Потому что никогда прежде в театре не было того, что мы называем крупным планом. Понимаете? Вся природа актерской игры была запрограммирована на то, что артист должен был донести весь свой презенс, да, свою харизму до самых дальних рядов храма Мельпомены. А здесь у него появляется новое выразительное средство, и, собственно, это большое сценическое пространство оказалось объединено с этими существованиями на крупных планах. Надо сказать, что Касторф всегда испытывал особое пристрастие к кинематографу. Он ведь делал спектакли по сценариям кинематографическим, «Трейнспоттинг», да, «Заводной апельсин», у него просто были спектакли такие. И когда он обращается к
классики, он тоже ее, это такая попытка превратить ее в кинематографизацию, если можно так сказать, этой самой классики. И именно в связи с вот тем, что он так, какое пристрастие испытывает к кинематографу, видимо, с этим связано то, что декорации его спектаклей, они напоминают, на самом деле, огромные кинематографические павильоны. И вот это очень важный момент, потому что само использование камеры, оно для чего нужно? Для того, чтобы внутри этого огромного павильона, в котором есть множество комнат, множество каких-то коридоров, даже там, я не знаю, санузлы, да, кухни и так далее, чтобы показать нам и артистов, которые существуют на сцене одновременно в своей физической ипостаси и в виде вот такого вот видео-двойника, да, но и еще и закоулки вот этого кинематографического павильона. Например, когда Кастров ставил «Идиота», там не было, собственно, самой сцены, там зрители сидели в центре, так сказать, этого сценического действа, да, и в качестве декорации был выстроен целый город, даже не какой-то отдельный особняк, а город, в котором происходило действие этого спектакля. То есть зрители сидели в театре, который напоминал такой кинематографический павильон целого города, да, и на самом деле их, конечно, восприятие очень сильно отличалось от восприятия обычного театрального спектакля. А здесь было возможно все. В случае с Кастрофом видео, оно является в первую очередь, конечно же, наследником вот этой кинематографической стихии. Но есть и иной способ или иной регистр использования видео в спектаклях, когда оно существует в качестве такой инсталляции, видеоинсталляции. Конечно, в первую очередь это связано с вторжением в театр художников, то есть представителей вот этого самого contemporary art, о котором мы сказали в самом начале. И тут на память сразу приходят два имени – Уильям Кентридж и Ромео Костеллуччи. Именно потому, что они художники, они очень часто используют вот это вот видео в качестве некоего объекта, который потом может быть выставлен отдельно в музейном или выставочном пространстве. Скажем, у Уильяма Кентриджа есть один из самых известных его спектаклей, это, собственно, «Нос», это опера Шостаковича, поставленная в 2010 году в Метрополитен-опера в Нью-Йорке. Нет, зачем же фамилия? Нельзя сказать ей. Много знакомых чертарей. В этом спектакле, повторяю, оперном, да, где, собственно, не просто артисты, а солисты, значит, певцы существуют на сцене живым планом, так сказать, и живым голосом, да, а существуют они на фоне видео, которое становится чем-то вроде задника. Да, и на самом деле играет в этом спектакле роль не меньшую, а в каком-то смысле даже и большую, то есть семантически большую, чем собственно, живой план. Понятно абсолютно, что Кентридж, он как бы рифмует события гоголевской повести с теми событиями, которые происходили в 20-е и 30-е годы в Советской России, да, и исчезновение носа – это какой-то такой парафраз того, как исчезали целые люди с фотографий, да, когда они были заретушированы, или там их упоминания из энциклопедий, вымарывание их из тиражей газет и так далее и тому подобное. И сами эти газеты, а также фотографии того времени, кинохроника того времени, они становятся тем, из чего складывает Кентридж свой коллаж. Да, вот этот вот видеоколлаж, который все время идет каким-то таким фоном, а при этом он, поскольку он не просто художник, он же еще рисовальщик. Он вообще такой удивительный человек, который, будучи прекрасным рисовальщиком, учился театру Жака Лекока, да, увлекался кукольным театром. Действительно, вот в нем театр и, значит, вот эти вот пластические искусства, они какие-то органическим совершенно образом совмещены. Так вот, будучи рисовальщиком, он рисует этот самый нос углем, да, то есть это не цифровая анимация, а именно такая аналоговая анимация, и нос, он как бы становится таким участником этого спектакля.
Но важно, что вот для нашего разговора важно, что этот самый фон, этот самый задник, эта самая коллажированная и нарисованная реальность была выставлена в Gallery Met, то есть в таком выставочном пространстве самого театра Метрополитен-опера, как отдельное событие оно было представлено. Да? То есть можно было ходить и рассматривать вот все, что он придумал как художник, отдельно от спектакля. Это не совсем характерная вещь для театра. Да? Ну, то есть бывает, что выставляются какие-то макеты, но так, чтобы целая выставка была посвящена одному спектаклю, такое бывает крайне редко. Уж раз мы заговорили о Кентридже, мы не можем вспомнить и «Тристана и Изольду», поставленную Петером Селлерсом. Но Петер Селлерс, как известно, пригласил в качестве, я употреблю это слово, хотя в данном случае неправильное, в качестве сценографа Билла Виолу, да, и Билл Виола сделал тоже некие видеоинсталляции, на самом деле, для спектакля, которые являются таким коррелятом не сюжета, конечно, Тристана и Изольды, а как бы самой музыки. Они воплощают вот эту вот музыкальную стихию Вагнера. И они, опять же, создают вот этот абсолютно внеземной и иноземной какой-то план в этой опере, потому что певцы, стоящие на сцене, а надо сказать, что там очень простой ход, но по-моему, гениальный, потому что певцы, собственно, как бы в таком концертном режиме существуют. Они ничего не играют, они просто поют. Да, они вот есть, значит, средоточие вот этих божественных звуков. А параллельно существует вот эта вот визуальная реальность. И если в сценической реальности действуют простые физические, биологические законы, да, которые человек не в состоянии преодолеть, то в видеореальности, конечно, герой в огне не горит, в воде не тонет, да, для него не существует земного притяжения. И это вот какая-то стихия, действительно, которая возникает в этом видеоряде, она настолько в моем сознании, во всяком случае, рифмуется с самой музыкой Вагнера, потому что, когда я слушаю Тристана и Изольда, да, я такое ощущение, что я стою где-то там на берегу океана буквально. И Виола это, конечно, потрясающе воплотил. Но, опять же, созерцали недавно в Пушкинском музее, эта самая инсталляция, она отторжима от самого сценического действия, ее можно выставить отдельно, она обладает некой самоценностью, да, ее можно выставить отдельно, она будет работать сама по себе, и поэтому в данном случае в театре видео существует просто как инсталляция. Ромео Костелуччи тоже довольно часто использует видео в качестве такой инсталляции, скажем, в его знаменитой божественной комедии в третьей части «Чистилище», в самом ее финале опускался занавес, и на него проецировалась волшебная земная сфера, светающая какими-то цветами, которая потом превращалась в черную каракатицу. Да, это была такая страшная и пугающая черная тьма, да, и как это финальная точка этого довольно безнадежного и трагического спектакля. Но именно Костелуччи принадлежит к тем режиссерам, которые стали очень активно выявлять перформативные возможности использования видео в спектаклях. И, конечно, наверное, самый яркий пример этого использования – это спектакль Костелуччи «Орфей и Евридика», тоже оперный спектакль. Что там, собственно, происходило? Опять же, сценическое, так сказать, пространство было очень просто устроено. То есть это была пустая сцена перед, опять же, занавесом-задником, куда выходила солистка, исполняющая Орфея, да, потому что это Орфея поет женщина в данном случае. Она садилась на стул, сцена пуста, только стоит слева какой-то странный прибор, вроде бы напоминающий такой, знаете, больничный прибор для жизнеобеспечения. Но ты еще не понимаешь, что, собственно, происходит. Звучит увертюра, и во время увертюры на заднике появляется имя женщины. Это каждый раз разное имя, потому что в разных городах и на разных спектаклях это всегда кто-то, какой-то конкретный человек. Впрочем, мы сейчас этого пока не знаем. Мы просто видим некое женское имя. А дальше начинается, собственно, действие оперы. Значит, Орфей поет то, что ему положено петь, да, все эти ламентации по поводу утраченной Евридики. На экране возникает рассказ
о некой женщине, это же конкретная биография, мы понимаем, что эта самая женщина, о которой идет речь, сейчас в режиме реального времени, что на нее надеты наушники, и она слышит, мы не понимаем, видит ли, но слышит вот этот спектакль вживую, да, сейчас, находясь в некоем месте, а потом где-то к середине спектакля становится понятно, что ее в какой-то момент хватил удар, что она парализована, и что, собственно, она лежит в отделении неврологии где-то. И дальше вот этот буквенный ряд сменяет, собственно, видео. Параллельно с тем, как развивается действие оперы на сцене, некий шофер едет с видеокамерой в ту самую больницу, в которой лежит вот эта конкретная совершенно женщина. Мы понимаем, что, собственно, она, как и Эвридика, находится между вот этой жизнью и смертью. Она еще с нами, потому что она нас может слышать, но она не может пошевелить ни руками, ни ногами. Она абсолютно как в темнице в своем теле существует. И там есть очень такой момент, который даже пересказывать страшно, потому что в тот момент, когда Орфей оглянулся на Эвридику, да, она застыла, мы видим глаза этой женщины крупным планом на экране. И, конечно, у этого спектакля нету ни поклонов, ни аплодисментов. Здесь как бы параллельное существование этого спектакля здесь, в театре, и за его пределами, это создавало какой-то дополнительный смысловой эстетический объем для него. Немецкая исследовательница Эрика Фишер-Лихте в своей книге «Эстетика перформативности» она пишет, что, собственно, есть два главных режима восприятия зрителям театральной реальности: референциальный и перформативный. В референциальном все понятно, да, есть некий мир такой понарошный, понарошку что-то там происходит в этом мире, да, и мы как бы считываем эти знаки и какое-то свое отношение к ним формируем. А вот в перформативном восприятии ничто не замещает нечто, а все существует в своей первозданности. Да, то есть если перформер там долго, как в спектакле Уилса, например, поднимает руку, да, то он это ничего не означает, кроме того, что перформер поднимает руку. Да? А вот здесь этим перформативным, собственно, способом восприятия реальности становилось само видео, которое нам транслировало то, что не имитировало. Это не некая актриса, которая притворяется Эвридикой или Орфеем, да? А это конкретный живой человек, который находится в той ситуации, в которой он находится, и мы совмещаем в своем сознании, мы, зрители, совмещаем в своем сознании вот этот референциальный, так сказать, подход к театру и вот это вот перформативное его восприятие. И это, конечно, вот опять же, возвращаясь к началу нашего разговора, да, вот здесь современное искусство и театральная, драматическая реальность, они как бы сливались в какое-то неразрывное целое. И раз уж мы заговорили о перформативности использования видео в театре и о кинематографичности, то нельзя не вспомнить имя Кэти Митчелл, потому что она как раз такой очень яркий пример совмещения двух этих разных, так сказать, способов присутствия видео на сцене. В ее спектаклях, собственно, перформативным образом снимается кино. Вот. Ну, во многих ее спектаклях, она, конечно, разные спектакли ставит, но в первую очередь она уже вошла в историю театра тем, как именно она задействует камеру в своих спектаклях. Надо сказать, что она в какой-то момент стала работать с очень известным видеохудожником Лео Ворнером, который, собственно, вот его команда, она вместе с Митчелл создает вот те спектакли, которые стали уже сейчас классикой современного театра. Я расскажу об одном из них, наверное, самым известным, кстати, приезжавшим в Москву на фестиваль НЕТ. Он называется «Фрёкин Жюли», а точнее, он называется «Кристина по Фрёкин Жюли». Это очень важное уточнение, потому что в связи с спектаклями Митчелл очень часто используют понятие, да, какая-то новая оптика. И, конечно, это еще и фемоптика, да, потому что Митчелл совершенно не скрывает того, что она феминистка, и что она, так сказать, как бы подвергает ревизии такой male gaze.
Да, у нее, скажем, был спектакль «Комната Офелии», где события Гамлета были увидены с точки зрения Офелии, да, вот пока они там рубятся между собой, а что испытывает и что ощущает этот момент, собственно, героиня. Вот. Во «Фрёкин Жюли», в спектакле, поставленном по пьесе Стринберга, главной героиней оказывается отнюдь не Фрёкин Жюли, хотя она тоже женщина, а Кристина, служанка. И, собственно, все, что произошло между слугой Жаном и Фрёкин Жюли, увидено глазами Кристины. Это такой исходный момент, но не единственный. Значит, что, собственно, как выглядит сцена? Сцена представляет собой, вот если у Кастрофа сцена представляла собой кинематографический павильон, да, но, собственно, декорацию этого кинематографического павильона, то в спектаклях Митчелл показан сам процесс съемки фильма, то есть буквально вся кинематографическая кухня. Причем интересно, что как бы условным местом действия самого спектакля является кухня Кристины, поскольку она служанка, да, которая она готовит обед, жарит почки, там какие-то, значит, травами какими-то их приправляет. А одновременно с этим есть другая кухня, собственно, кинематографическая кухня. Есть, собственно, операторы, которые бегают по сцене, снимают этот самый фильм. А есть сами артисты. Например, те артисты, которые играют, значит, главных Жана и Фрёкин Жюли, они в какой-то момент становятся подсобными сцены, да? Они выполняют такие какие-то функции помрежей, каких-то реквизиторов и так далее. А потом начинают играть свои роли. А вот у Кристину играют сразу две актрисы. Одна из них как бы главная, такая знаменитая актриса театра Шаубюна, где и поставлен этот спектакль, Юлия Баве, а вторая это такой доппельгангер Кристины, которая, если Юлия Баве играет лицом на камеру, да, то ее вот этот двойник, она играет там абрисом мелькнувшей где-то в глубине сцены фигуры или руками, например, да, ну то есть другими частями тела. То есть сама Кристина тоже складывается для нас из фрагментов. Это тоже очень важное замечание. И, соответственно, все, что, например, происходит в комнате между слугой и госпожой, да, а Жан, как известно, жених Кристины, поэтому для нее это все не безразлично, она вот заглядывает, и что она там видит? Вот она видит там какую-то брошенную на кровати там вещь, да, то есть она точно ничего сказать не может. Мы видим все, что происходит там, это не целиком пьеса сыграна. Вот так, как это могла бы увидеть Кристина, если бы она была главной героиней этой пьесы. Так вот, то, что проецируется на экран, это не похоже на то, что проецируется на экран у Кастрофа, потому что у него это такая какая-то мельтешащая, значит, реальность, потому что, ну, значит, экспрессивные артисты Кастрофа бегают, кричат, брызжут слюной, за ними бегают, значит, операторы и так далее. А здесь это прямо сразу возникающее очень, знаете, отцентрованные и выстроенные кадры вот такой очень красивого фильма. Очень интересно, что зрители, которые в Москве смотрели этот спектакль, они даже не поняли, что этот прекрасный фильм, который мы там демонстрировали на сцене, вот сейчас же тут и снимаются. Они говорили, как это невозможно так снять сразу. Да, им казалось, что это, наверное, как-то было какое-то видео, записанное туда, вмонтированное, и нам показывается, а тут как бы они как понарошку что-то суетятся. Это не понарошку, это на самом деле вот сейчас для нас как бы играют спектакль и снимают совершенно потрясающий фильм. И вот мы видим, это очень важно, как на сцене, скажем, Кристина, вот эта Юлия Баве, подходит к небольшой катке, в которой растут, ну, как какая-то, я не знаю, какая-то зеленюшка растет, как говорится, да? Она начинает перебирать эту зелень. Мы видим, как камера наезжает на эту катку, и мы видим при этом на экране прекрасное поле с какими-то цветами, с какой-то зеленью. Но весь фокус в том, что это не поле, это эта самая катка. То есть она преобразилась с помощью вот этой камеры в нечто иное, в какую-то другую реальность. И это еще один очень важный аспект этого спектакля, понимаете? На самом деле, если бы все, что делает Кэти Митчелл, сводилось только к фемоптике,
Да, это, ну, для меня бы это было несколько скучновато. Но там есть еще и другое. Там действительно предложена какая-то новая оптика взгляда на мир, которая не могло быть у человека в 20 веке. Да? Во-первых, этот мир фрагментарен совершенно. Да? Он складывается из каких-то осколков, из каких-то фрагментов. А во-вторых, вдруг ясно начинаешь понимать, что а что ты знаешь об этом мире? Ну что ты о нем знаешь? Ты знаешь о нем ровно столько, сколько знает Кристина о том, что случилось там вот в эту вот ночь между госпожой и ее женихом. Да? Она ничего не знает наверняка. Она может только догадываться, вот глядя на эти фрагменты, да, на какие-то отдельные вещи, на какие-то там, на помятую кровать. Она может быть только догадываться и реконструировать замысел, так сказать, этого всего, того, что на самом деле случилось. Так и мы, глядя на реальность в целом, можем только догадываться о том, какая она на самом деле. Да? И это, опять же, такая зрительская позиция. Тебе ничего не навязывают, тебе как бы предлагают самому сложить этот какой-то пазл. Вот. Ну, если я и люблю Кэти Митчелл, только, наверное, за возможность вот этого бесконечного складывания этого пазла, да, которым мы, собственно, и в жизни в своей тоже занимаемся в каком-то смысле. Итак, мы с вами выяснили, что видео и вообще медиатехнологии начинают играть в театре очень важную роль. Интересно вспомнить о том, что они иногда играют, собственно, роли. То есть они становятся не просто частью спектакля, а главными героями спектакля. Вот в качестве примера я не могу тут не вспомнить спектакль, который называется «33 оборота в минуту и еще несколько секунд». Который поставили бейрутские, ливанские такие художники и режиссер Рабин Мруи и Лина Санех. Что там, собственно, происходит на сцене, опять же? На сцене нету артистов. И вообще живых людей на сцене нету. На сцене есть экраны ноутбуков, на сцене есть телефон с автоответчиком, на сцене есть граммофон и еще какие-то технические приспособления. Собственно, сюжетом спектакля становится реальное событие, случившееся в Ливане. Некий режиссер, перформер и политический активист покончил жизнь самоубийством. Для того, чтобы не было никаких разнотолков, он снял это свое самоубийство на камеру, да, чтобы никакой ложный след не направлять, собственно, полицию, следователей и так далее. Но сразу вслед за самоубийством появилась реакция общества на это самоубийство. Правые консервативные силы говорили, что, вот, что это грех, да, там, левые активисты говорили, что это такой буржуазный способ, значит, распорядиться своей жизнью, потому что он мог бы устроить из этого какую-то политическую акцию, он устроил и так далее. Да. Есть женщина, которая звонит ему по телефону, еще не зная, что случилось, и ее голос записывается на автоответчик. И вот, собственно, из как бы идущих в режиме реального времени в данном случае нет. В данном случае нет, да? Но это все документальные вещи, собранные в Фейсбуке. Из экранов, значит, соответственно, ноутбуков, из телефона и из видео складывается сюжет этого спектакля. Может быть, еще более сильное впечатление на меня произвела работа, очень сложно подбирать ей жанровое определение, Апичитпонга Вереситакула, который, собственно, до 2018 года, по-моему, никаких специальных... Он часто бывал участником театральных фестивалей, но показывались его, собственно, фильмы. Да? А тут он сделал нечто в театре. Так вот, что это за нечто? Вы заходите в театр, и вас по темным коридорам проводят в некое помещение, сразу предупреждают, что выходить из него нельзя, и вы садитесь или на какие-то такие трибюнс, да, на какой-то такой амфитеатр, или прямо на пол. Вот это на пол садитесь. Вот. И вокруг вас начинают показывать на нескольких экранах видео. Они такие сновидческие, эти видео. По всей видимости, это как бы визуализация некого потока сознания тех людей, которые мелькают иногда на них. Потом мы видим человека, который заходит в пещеру, сразу вспоминается Платоновская пещера, а вот
потом наступает как бы кульминация, потому что выясняется, что одна из стен того помещения, в котором мы сидим и которая фронтальная перед нами, это занавес театра, да, только с обратной стороны. Он поднимается, и мы видим сам театр. Я смотрела этот спектакль в Вене на Венском фестивале, и это был театр Андервин, оперный театр. Вот. Мы видим, собственно, сцену, мы видим, значит, глубину вот этого зрительного зала, и вдруг из самой этой глубины на нас несется световой поток. Как это сделано, я не знаю. Это какие-то чудеса техники. Но это такой какой-то специальный световой раструб, несущийся вот из какой-то там точки, находящейся далеко от нас в глубине зрительного зала, в который мы оказываемся погружены. И который, это какой-то такой поток, да, в котором ты вдруг ты несешься, когда он вот так часто очень представляют себе, значит, загробное путешествие. Буквально. И надо сказать, что вызывает это у людей очень разную реакцию, потому что кто-то значит, начинает смеяться просто таким истерическим смехом, кто-то заливается слезами, кто-то, наоборот, погружается в состояние транса. Я сидела просто в таком онемении абсолютном. Да? И это очень специальный опыт, в котором задействованы буквально все твои органы чувств. Да? Мне иногда кажется, что даже обоняние. Это, собственно, то, к чему так или иначе идет театр. Да? Мы перестаем быть такими созерцателями и оценщиками некой театральной реальности, в которой мы можем сказать, что кто-то хорошо играл, кто-то там до нас донес, значит, режиссер свою мысль или не донес. Мы абсолютно погружены с помощью, в частности, с помощью этих медийных технологий. Мы часть этого спектакля, мы его часть. Мы еще пока не участники, вот об этом я скажу чуть позже, но мы уже его составная часть. Без нас, да, что представлял бы этот световой поток? Он не имел бы смысла. Только мы, как воспринимающие субъекты, значит, придаем этот какой-то смысл. И соответственно, для нас вот эта такая перформативная составляющая театра, она, конечно, выходит на первый план. Мы сами часть вот этого удивительного перформанса. В самом начале нашего разговора мы задались вопросом, как, собственно, меняется позиция зрителя в связи с вторжением в театр вот этих самых новых медиа и в связи со сближением самого театра с миром современного искусства. Ну и логично было бы закончить этот разговор рассказом о том, как, собственно, зритель сам становится участником и единственным исполнителем как бы ролей в спектакле. В качестве примера я приведу вам один из самых любимых мною спектаклей «Situation Rooms» группы «Римини Протокол». Опять же, я попытаюсь описать его изнутри своего собственного опыта. Зрителей 20. Их не может быть ни больше, ни меньше, потому что, как в игре, понимаете, да, вот есть такие игры, в которых должно быть определенное количество участников. Если будет чуть меньше, то игра не состоится. Так и здесь. Если зрителей будет больше и меньше, спектакль не случится. У него очень сложная логистика. Нам выдают айпэды и наушники. И какие-то небольшие инструкции мы получаем. Дальше мы подходим к некой такой сценографической установке. Это какой-то такой огромный короб, в который ведут разные двери. Каждый входит в это пространство, некое пространство, которое там находится, через свою дверь. И навигатором и проводником в этом пространстве становится как раз iPad. Ты заходишь, и ты, вот я пишу свои ощущения, должен сориентироваться и понять, чего от тебя хотят, собственно, потому что подсказки существуют, собственно, в самом iPad. Вот. Я, например, сообразила не сразу. Наверное, были зрители более умные, чем я. Вот. Потому что, например, вот как это ручка двери появляется на iPad. Что это значит? Ты вот начинаешь так... И вдруг ты понимаешь, что перед тобой дверь, а у нее такая же ручка. Наверное, ее надо открыть. Ты просто должен это сообразить. Ты открываешь,
и дальше ты попадаешь в некое пространство. Situation rooms вообще это какой-то специальный военный термин, означающий ситуацию, когда утрачена какая-то связь с некой, так сказать, с некой зоной, да, и вот собираются люди и решают эту проблему, такой situation rooms. А в данном случае у этого спектакля есть как бы некий сюжет, потому что речь идет о производстве оружия. В нем, как известно, задействованы не только люди, которые непосредственно оружие производят, да, но и те, кто его перепродает, и банки, которые дают на это деньги. И мы, соответственно, будем оказываться то где-то в Сьерра-Леоне, где идет, значит, гражданская война, то в каком-то немецком банке, который вроде бы ничего там плохого они не делают, но их денежки утекают на производство того оружия, которым, вероятно, я же буду убита, когда окажусь в какой-то другой комнате, да, и буду ждать там врача, а этот врач другой зритель, который должен тоже понять, правильно ли он двери открывал, и правильно ли он шел по правильному маршруту, потому что мы с ним должны же встретиться в какой-то момент. И вот этот круговорот оружия в природе, в мире, да, это такой один из сюжетов спектакля, а другой сюжет спектакля – это само участие каждого из зрителей в этой игре, потому что она, повторяю, сам спектакль состоится только если мы все поймем логику своего существования в этом пространстве и поймем, как и куда и где мы с кем-то должны соединиться. Например, мой личный катарсис случился тогда, когда я вошла в некую комнату, и, находясь в ней, я поняла, что я иммигрантка из России. Вот здесь, в этой конкретной комнате, в ней терпко пахло борщом, и у меня даже была возможность налить этот борщ половником из внушительной кастрюли. Я это сделала, села, начала есть этот борщ. И тут в комнату вошел человек, и мы так посмотрели друг на друга. И я поняла, что он мой муж. А он понял, что он тоже, он в правильную комнату вошел. Вот. И он мне помог потом надеть какое-то там пальто, в котором я потом пошла в другое пространство и уже оказалась в нем как раз пациента вот этого самого госпиталя. Проще говоря, это такие играющие пространства, в прямом смысле слова играющие пространства, в котором мы, зрители, тоже играем. То есть мы как бы одновременно оказываемся и реципиентами, и участниками этого зрелища. Когда я задумываюсь иногда о том, каким будет театр там, 22 века, я вот полагаю, что он будет именно таким. То есть это будет некая реальность, которую мы сами же будем создавать, да, и сами же созерцать.